Еще один летающий мотоцикл, который может передвигаться и по земле, и по воздуху, робот-физиотерапевт, новый марсоход, беспилотники на работе, жидкий терминатор и многое другое. Все ключевые новости за прошедшую неделю буквально одной строкой. Ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях, про что хотите следующий выпуск. Французская компания Lazaret Automoto показала испытание своего универсального летающего мотоцикла Moto Volante LMV 496. Модель оснащена 4 колесами и 4 турбореактивными двигателями на 96 тысяч оборотов в минуту, имеющими совокупную тягу 240 килограммов силы при весе машины в 140 килограммов. Мотоцикл способен ездить по дорогам, а при необходимости за 60 секунд перейти в летный режим. На видео Moto Volante стабильно зависает над землей на высоте 1 метра в пилотируемом и дистанционно управляемом режимах. Команда Lazaret доставит Moto Volante на GTEX в Дубае в октябре этого года и откроет там предварительные заказы на свою разработку по цене чуть меньше $500 000 евро. 15 марта Netflix выпустил антологию короткометражных мультфильмов Love, Death and Robots – «Любовь, смерть и роботы». В нее вошли 18 роликов общей продолжительностью свыше 3 часов. Но осторожно, на всех роликах стоит рейтинг 18+. И не просто так. Компания Яндекс тестирует собственную социальную сеть Aura, работающую внутри основного мобильного приложения Яндекса на Android и iOS. Главная фишка, по заявлению разработчиков, искусственный интеллект, который поможет найти пользователей с похожими увлечениями и окружением, или найдет интересных людей недалеко от вас. Сервис Яндекс Aura доступен пользователям, получившим приглашение в приложении Яндекс на платформах iOS и Android. Выслать приглашение можно на логин Яндекс.Почте в домене @Яндекс. Исследователи из Национального университета Сингапура разработали сверхпрочную кожу для роботов со способностью к регенерации. Водостойкая искусственная кожа Glasses создана на основе соединения эластичного полимера с ионизированной жидкостью, богатой фтором. В итоге получается что-то вроде геля, устойчивое как к воде, так и к щелочам и кислотам. Но самое главное, после рассечения искусственная кожа вновь срастается, обретая былую прочность. Это реально очень круто. Тем временем роботы постепенно все-таки отбирают работу у людей. Так Warner Music подписала первый в истории контракт с искусственным интеллектом на выпуск 20 альбомов. 5 уже вышли, остальные нейросеть накидает уже до конца этого года. А робот Паппи рассчитывает заменить физиотерапевтов в поликлиниках. Робот показывает пациентам физические упражнения, следит за их выполнением и обеспечивает обратную связь. Также он способен поддерживать пациентов, что облегчает процесс реабилитации. НАСА провело успешные испытания нового марсохода Марс-2020. Аппарат, как ожидается, будет запущен к Красной планете уже в следующем году. Цель аппарата — найти на Марсе признаки жизни, хотя бы и существовавшей сотни лет назад. Местом посадки марсохода станет кратер Йезера. Интересно то, что управлять посадкой Марс-2020 будет в полностью автономном режиме. И это первый подобный эксперимент, призванный попробовать решить сложную задачу посадки на Марс будущих автономных и пилотируемых кораблей. 19 марта Google представила стриминговую платформу Google Stadia. Облачный сервис позволяет игрокам получать быстрый доступ к играм без диска и скачиваний. Играть можно на PC, смартфоне, планшете, Chromebook и Chromecast. Облачный сервис позволит получать высококачественную картинку на любом устройстве при условии быстрого и высококачественного интернета. Чтобы игра запустилась на новой платформе, нужно портировать или частично перекодировать ее для новой среды, что может стать проблемой для небольших компаний. В
Вся серия фильмов о Терминаторе ничему не научили исследователей из американского химического сообщества. Ученые работают над созданием управляемого жидкого металла и уже сделали первый небольшой шаг к Т-1000. Им удалось получить жидкий металл, которым можно управлять с помощью магнитного поля, и это первый в мире случай, когда материал удалось передвигать не только по горизонтали, но и по вертикали. Помните машину для кормления из фильма с Чарли Чаплином «Новые времена»? Прошло всего 83 года, и она наконец-то подъехала. Исследователи из Вашингтонского университета разработали роботизированную руку на основе манипулятора Джако, камер и датчиков глубины Intel, способную кормить человека. Задача кажется простой, но робот должен распознать объект, чтобы с правильной силой воткнуть в него вилку, поднять его, понимая, может ли он соскользнуть, а потом еще поднести его к рту человека под удобным углом. При этом сигналом для кормления служит открытый рот. Поэтому лучше не зовите свою кошку во время еды. Теперь новости беспилотников. Если коротко, Airbus и Wilhelmsen договорились запустить в Сингапуре воздушную доставку посылок на корабли на рейде. Дроны будут двигаться по выделенному коридору и доставлять деньги, медикаменты и запчасти экипажу. Стоимость такой доставки на 90% ниже, чем у катеров и лодок. Стартап Nura расширил горизонты своей рободоставки. С 2018 года робокурьеры на основе Toyota Prius доставляли товары из супермаркетов Kroger в Скоттсдейле, а теперь начали доставку в Хьюстоне. Робот-курьер доставляет покупки 7 дней в неделю в любое время всего за $5.95. А Финляндия готовится запустить городской беспилотный автобус Геча. Разработка компании Sensible4 и Muji способна передвигаться при любых погодных условиях и уже была протестирована в Лапландии. Автобус длиной 4,5 метра, обутый в нешипованные зимние шины Nokian Hakkapeliitta, вмещает 16 человек. Вызвать его можно через специальное приложение, а оптимальный маршрут он выберет сам с учетом текущих пробок. Автобус может двигаться вперед и назад без разворота и будет протестирован в Хяме Энлина, Ванта и Хельсинки. Если испытания пройдут удачно, то в 2021 году беспилотные автобусы Геча станут общественным городским транспортом. Яндекс договорился о совместной разработке беспилотных автомобилей с Hyundai Mobis, дочкой Hyundai Motor Group. Яндекс уже тестирует беспилотник на базе Toyota Prius. Соглашение упростит перенос технологии в другие автомобили. Hyundai Mobis планировала выпустить собственный беспилотник в 2022 году. Сделка с Яндексом ускорит появление машины и повысит ее автономность. Мы не могли не анонсировать крупнейший роботехнический форум Восточной Европы Сколково Robotics, который откроется в технопарке Сколково 16 апреля. На форуме традиционно пройдут презентации инновационных решений от отечественных стартапов и компаний, а также выступления спикеров мирового уровня. Ключевыми темами станут искусственный интеллект, медицина, цифровизация и автоматизация производства, транспортные системы. Всего заявлено более 90 спикеров, в том числе из Японии, Германии, США и Южной Кореи, и более 50 компаний, которые представят свои разработки на выставке инноваций, включенной в программу форума. Что вам больше всего понравилось из новостей? Пишите в комментариях.